Просто такие тоже моменты бывают, скажем, ну, тренировки делятся на два типа. Есть, как бы, допустим, я иду в спортивный зал и прорабатываю там очень сложный элемент там, и так далее. И иду, допустим, в танцевальный, где мы уже работаем вот, над хореографией, например, над созданием чего-то нового. Просто тоже это чисто момент физический, само состояние тела и ума. Вот, бывает, ты чувствуешь, что в тебе энергии просто ну, невероятное количество. Ты можешь 2 часа без остановки просто делать вообще невероятно сложные вещи, и тебе вообще все равно. А бывает, ты пришел, и как бы руку-ногу поднять тяжело. Знаешь, от чего это зависит? Это зависит от твоего отождествления с мыслями в течение дня. Наблюдай. Вот, как правило, когда в нас меньше всего сил жизненных, вот тогда, значит, было затрачено больше всего энергии на как раз вот отождествление с мыслями, на какие-то вот эмоции, проживание негативных эмоций. Но если ты просто наблюдаешь эти мысли, которые в тебе возникают, и пытаешься как-то внимание переключить на увести, да, вот из этого ограниченного умственного мирка, который все время зацикливает сознание на чем-то ограниченном, причиняющем беспокойство. Вот. Просто уводи свое внимание с этого ограниченного на вот эту свободу пространства. И все. А так, в принципе, то есть можно, вот там мысли идут какие-то, или там волнения, или сомнения, то есть, в принципе, можно как бы так сесть рядом, да, и просто на них вообще посмотреть. Абсолютно, да. Что они там, куда бегут, да. там, что они там да. думается. Да. То есть даже если ну, вот не удается их просто прям убрать, просто типа да. а-ля вообще делаешь свои дела и смотришь, как они там. Да. Одно то, что значит вот просто вот так вот сесть рядом, да, в смысле, просто наблюдать. Не втягиваться. Просто, да. Что значит наблюдать? Просто осознавать, что вы сейчас это думаете. И все. Наблюдение мыслей — это не какая-то сакральная медитация, там практика, которая там в тибетских монастырях учат, хотя там тоже этому учат. Но это, там учат вот этой простоте, которой на самом деле это является. Простота заключается в том, что мы наблюдаем мысли, когда мы их осознаем. Если вы понимаете, понимать то, что вы сейчас думаете, это и есть осознание мыслей. Все достаточно просто. Ну да, про это вот иногда забываешь. То есть иногда прям это чувствуется, что есть, ну как бы, вот я наблюдаю, а они что-то там думают. А иногда ты как бы туда погрузился и забыл, что ты... Ну, и забыл, что ты есть. Что ты и есть, стал получается. вот этими, мыслями. И как раз чем больше ты наблюдаешь, тем больше ты можешь оставаться собой. Ну, то есть это, в принципе, тоже просто практика, да? И как... Это вопрос времени и научения, наверное. То есть навык, да? который нарабатывается. Да. И здесь же можно еще вот говорить о том, что просто вспоминать почаще в течение дня, возвращать себя обратно вот к этому покою. И когда ты сможешь наблюдать свои мысли, ты увидишь, как намного больше станет в тебе сил. Ну а так еще, конечно, хочу сказать, что раньше было очень много волнений, беспокойства за все, за будущее, страхов там и так далее. Но с того момента, конечно, прошло там порядочно лет, и со временем, когда начинаешь больше доверять течению вообще обстоятельств там, в жизни, вообще просто шокирует, насколько складываются обстоятельства. То есть никогда даже не можешь предположить, ну, каким наилучшим образом все может так сложиться, всякие какие-то случайности происходят, что потом сидишь и думаешь, как это вообще возможно, что за чудеса вообще происходят. Там что-то решается в последний момент, какие-то случайные люди, там самые важные какие-то решают вопросы для тебя. Там. Это вообще круто, конечно. Да, жизнь это... Хочется больше к этому доверия тоже, не впадать в это. В свои там... Спасибо большое. Жизнь действительно живой организм.
который, по сути, стремится о вас, заботиться. Просто вы должны ей позволить это сделать. Люди, как правило, своим недоверием к ней ей не позволяют заботиться. И действительно, вы можете даже по своей жизни посмотреть, что очень многие ситуации, они могут выходить за грани ума такого самого смелого режиссерского сюжета. Это действительно все очень интересно. Тоже здесь режиссер с высшим разумом. Абсолютно подготовленный.